Джанни Родари «Марсиане в холодильнике». Сеньор Мальтени, проживающий на Виа-Тадини, дом 18, квартира 12, был весьма озабочен. Он приобрел в рассрочку великолепный холодильник фирмы «Двойной полюс», но вот уже 2 месяца не мог внести очередного взноса. Сегодня ему позвонили из конторы и сказали: «Либо вы погасите задолженность, либо мы забираем холодильник». А сеньор Мальтени уже к середине месяца остался без единой лиры. Что же делать? В то утро он долго глядел на холодильник, потом бережно погладил его гладкую поверхность и грустно сказал, словно это было живое существо: «Дорогой мой, боюсь, нам придется вскоре расстаться. Без тебя дом покажется мне пустыней». Холодильник хранил ледяное молчание. Но сеньор Мальтени все понял. «Конечно, твое дело вырабатывать холод, а не деньги печатать». В то же самое утро сеньора Сандрелли, она жила на 5-м этаже, а сеньор Мальтени на 4-м, открыв свой холодильник, стандартный пингвин без колесиков, увидела, что там полно крохотных человечков. Один из них сидел на курином яйце. Человечки все до единого были в серебристых скафандрах, а на голове у них красовались прозрачные шлемы, сквозь которые видны были их бледно-фиолетовые волосы и желтые, цвета сливочного масла лица. Они пристально смотрели на сеньору Сандрелли своими зелеными глазками и не шевелились. Лишь человечек, удобно устроившийся на курином яйце, приветливо помахал ей ручкой. «О, Господи, это же марсиане!» — воскликнула сеньора Сандрелли. «Никогда бы не подумала, что они такие крохотные. Эй вы, что вам надо в моем холодильнике? А ты слезь с яйца, не то еще разобьешь его». Человечек не подчинился и снова помахал ей рукой. Сеньора Сандрелли была женщиной решительной. Она схватила человечка 2 пальцами и посадила его на банку из-под сардин. «Запомни раз и навсегда, марсианин ты или нет, но здесь командую я». «Закройте дверцу, а то теплый воздух проникает внутрь», — ответил ей человечек. «Что?» «Мы прилетели с планеты, где все покрыто льдом, и не привыкли к вашей температуре, поэтому закройте дверцу, как вам было приказано». «Хотела бы я посмотреть на человека, который осмелится мне приказывать», — вне себя от гнева воскликнула сеньора Сандрелли. «Для начала объясните, любезнейший, как вы попали в мою квартиру?» «Через кухонное окно. Вы оставляете его открытым на ночь, опасаясь утечки газа». «Вижу, вы неплохо информированы. Отлично. Мы долгие годы изучали ваши привычки и ваш язык, прежде чем совершить вторжение. Закройте, пожалуйста, дверцу». И вы избрали для вторжения именно мой холодильник? Вас это не касается. Во всяком случае, знайте, что мы заняли все холодильники этого дома. Закройте, наконец, дверь и оставьте нас в покое». «Ничего я не закрою. Хотя нет, закрою и отключу ток. Посмотрю, что вы тогда запоете». Один из человечков навел палец на стул, по крайней мере, так показалось сеньоре Сандрелли, и сказал: «Понаблюдайте, что с ним станет». Внезапно стул загорелся, но без дыма, и в 5 секунд превратился в кучку пепла. «Если вы отключите ток, мы сожжем вашу квартиру». Сеньора Сандрелли яростно захлопнула дверцу и принялась названивать привратнице. «Сеньора Альфа, представьте себе! Что случилось, госпожа Сандрелли? Термосифон не работает? Какой уж там термосифон?» И она рассказала то, что произошло. Привратница, понятно, тут же позвонила всем жильцам. Несколько минут во всех квартирах с 1 по 6 этаж открывались и с треском захлопывались дверцы холодильников. При этом одни жильцы вскрикивали от испуга, другие от удивления, третьи от восторга.